Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, как они повлияют в ближайшее время на движение рынков и что ждать сегодня на вечерней сессии в наше это непростое время. Итак, хотел бы сразу начать с такой очень интересной штучки. Байден сказал, что рынок акций экспоненциально вырос с того момента, как он стал президентом. Есть такая очень хорошая поговорка: чем похвалишься, без того и останешься. Есть масса объяснений психологических, почему так происходит, и там всяких магических, энергетических. Но я бы хотел акцентировать внимание на то, что на самом деле, когда такие реляции начинают звучать, это говорит о том, что мы находимся где-то в районе вершины горы. А вершина горы – это такое узкое пространство, которое обладает тем самым свойством, что с него проще спуститься, чем на нем остаться. Увы, но это так. Итак, друзья, президент Соединенных Штатов сам показал то место, где мы находимся, и сам обрисовал так вот невзначай те риски, которыми мы располагаем. Так, друзья, давайте к календарику перейдем. Сегодня вышла статистика про число открытых вакансий на рынке труда США. Число открытых вакансий больше, чем предполагалось и чем было в прошлый раз. Это говорит о том, что рынок труда Соединенных Штатов голоден. Но я думаю, здесь на самом деле ситуация заключается несколько в другом. Здесь есть такой эффект, что, получается, люди не хотят выходить на работу в силу того, что у них пока есть выплаты, какие-то сбережения, и, соответственно, то, что им предлагают американские работодатели, оно получается недостаточно хорошо для того, чтобы их привлечь и для того, чтобы заставить их двигаться вперед по стезе наемного труда. Соответственно, здесь возникает какой момент парадоксальный, что поскольку вакансии не заполняются в таком объеме, как это предполагается, как это нужно, то, соответственно, здесь уже с другой стороны рост экономики, он будет подтормаживаться, потому что те ожидания, те планы, те там модели финансовые, которые уже построены, которые сделаны, они, получается, на текущий момент в полном объеме не обеспечиваются. Так, ну и вот еще такой интересный момент. Сегодня вышел индекс потребительских цен по Российской Федерации. Индекс потребительских цен указывает на то, что инфляция достаточно большая, 6,7%. Мы с вами знаем, что на самом деле всегда вот эта инфляция, индекс потребительских цен, которую отражают официальные власти, особенно это касается России и аналогичных стран, оно значительно отличается от того, как на самом деле идет динамика изменения роста цен. Поэтому здесь фишка заключается в том, что вот эта инфляция, которая получена, конечно, она существенно отличается от реальной инфляции, точнее от реального роста цен. И то, что рост здесь только на 0,1%, это как бы говорит о том, что на самом деле здесь уже как бы очень сложно в пределах допустимой погрешности выдавать то значение, которое не будет никого огорчать. Помимо этого, еще такой момент. Дело в том, что вот эта инфляция публикуется, когда завершен сбор урожая. Фактически он уже, можно сказать, практически завершен или находится в стадии завершения. То есть ситуация с тем, какой урожай собран или будет дособран, она вполне понятная, вполне прозрачная. Соответственно, сбор урожая, когда он хороший, приводит к тому, что инфляция начинает снижаться. Это неизбежно. Потому что собрали новый урожай, им заполнили хранилище, соответственно, возникает, как минимум на какое-то время избыток сельхозпродукции, и это ведет, в большинстве случаев, к тому, что индекс потребительских цен, он снижается. Он начинает расти только в том случае, когда не урожай или какая-то очень неблагоприятная ситуация. И вот то, что мы с вами сейчас видим, говорит о том, что ситуация очень неблагоприятная.
Потому что, с одной стороны, наверное, реальное положение дел, если рассматривать Россию, сравнивать динамику изменения цен и тем, что рисует статистический орган, например, с Германией и Соединенными Штатами, то, наверное, в России вот это значение, которое выдается, оно в большей степени занижено, нежели там в западных странах. Это раз. Урожай собрали, инфляция не упала. В общем-то, здесь все факторы, они указывают на то, что инфляция в России, она находится выше допустимого ценового диапазона, который у нее может быть. И, соответственно, в ближайшее время, по логике вещей, на этой неделе Центробанк должен здесь предпринять какие-то меры весомые. То есть поднять ставку не на 0,5%, а, например, на 0,75%. Это было бы волевым решением. И такое бы решение, оно, конечно, бы эту ситуацию с инфляцией несколько исправило. Оно бы, конечно, ее не раздавило, но, по крайней мере, оно показало бы решительность со стороны Центробанка проявлять, в общем-то, недюжие способности и меры, которые от него не ждут, потому что все ждут, что будет на 0,5% только повышение, не на 0,75%. И, соответственно, здесь инфляция действительно может испугаться и куда-то спрятаться. Я, конечно, не думаю, что это так произойдет, потому что, во-первых, достаточно консервативная система Центробанка Российской Федерации. Но я думаю, теперь просто больше людей будут выбирать ту самую волшебную брошку, которая будет на выступлении главы Центробанка. И таким образом, чтобы эта брошка испугала инфляцию. Инфляция отступила сама без значительного увеличения ключевой ставки Центробанка. Так, друзья, на самом деле это шутка. Но нюанс заключается в том, что в пятницу, наверное, будет несколько непростая ситуация по поводу того, что примет какое решение ЦБ в части ключевой ставки. Как минимум обеспечена волатильность по рублю к евро и к доллару. Но здесь на самом деле, с моей точки зрения, наиболее правильное решение в этой ситуации сложившейся было бы увеличить все-таки ключевую ставку на значение чуть больше, чем ожидают. Не на 0,5, а на 0,75. Потому что в этой ситуации, я думаю, все бы процессы, по крайней мере, на какое-то время, они пришли бы в равновесие. Но, скорее всего, будет увеличение, даже несмотря на эту динамику, только на 0,5%. И, соответственно, такое увеличение, с учетом того, что инфляция растет больше, чем предполагалось, оно приведет к тому, что рубль действительно может ослабнуть в пятницу, в понедельник, в ближайшее время. Так, друзья, если рассматривать российский индекс RGBI, ОФЗ, месячный таймфрейм, то здесь пока все нормально, все в пределах нормы. Правда, на дневном графике сегодня у нас такая фигура образовалась, и поэтому, если эта фигура завтра не втянется и не пойдет движение на 144,6, то мы получаем, соответственно, снижение движения RGBI на протяжении ближайшего времени. Цель будет 144. Помимо всего прочего, одна вещь очень сильно напрягает. Кредитно-дефолтные свопы по России, то есть это то, что называется страховка по российским активам, они начали очень существенно расти. И буквально за неделю произошел перелом. Если где-то неделю назад там какое-то вялое движение было в коротеньких CDS-ках, которые на 6 месяцев, на год, то, соответственно, сейчас кредитно-дефолтные свопы, все, включая длинные, они очень в цене стали. То есть это говорит о том, что от России начинают страховаться. Здесь есть масса нюансов, которые в ближайшее время могут так или иначе повлиять на ситуацию. Но это, понятное дело, и выборы, которые 19 сентября, это и значительные риски в мировой экономике на конец сентября, это и ситуация с Афганистаном, которая, кстати, она хуже всего может отразиться именно на России во всех смыслах. Потому что это и дестабилизация ситуации на южном направлении, это и поток беженцев, это и всевозможные пертурбации и санкции, которые могут
исходя из этого, последовать, как это не парадоксально звучит. Вот, поэтому совокупность ситуаций, которая сейчас возникла, она не очень благоприятно складывается для России, причем практически по всем фронтам. Единственное, что ситуацию сейчас несколько удерживает, это, конечно же, дорогая нефть и дорогие ресурсы. Во всем остальном значительные риски начинают прорастать, и, соответственно, они в ближайшее время могут получить достаточно явное экономическое отображение. Так, друзья, давайте на секундочку мы вернемся к Baltic Dry, глобальным мировым проблемам, которые нас, несомненно, волнуют. Здесь месячный таймфрейм, и мы видим по нему, что на текущий момент мы нарисовали двойное, ну как это сказать, касание. Здесь образовалось. В таких ситуациях либо возникает проторговочка и идет движение наверх, или же здесь возникает разворотная формация, которая ведет к тому, что начинается очень сильный коррекционный откат. Но в данном случае это где-то в районе 1700 по Baltic Dry. Я склоняюсь к мысли, что вот это движение по Baltic Dry, которое было, оно подошло к своему некоему логическому завершению. Почему? Дело в том, что в текущий момент времени, несмотря на то, что сбиты логистические цепочки, из-за этого растет стоимость перевозок, текущая составляющая, ее вклад в стоимость продукции, товаров, услуг, она такова, что восстановление, оно неизбежно начнет откатываться и падать. И поэтому вот это дальнейшее движение, если оно продолжается выше 4200 по Baltic Dry, то, скорее всего, оно уже будет более ускоренное, более усиленное воздействие оказывать на мировую экономику, и мы увидим торможение, которое уже будет очень быстрое и очень негативное. Так, друзья, давайте посмотрим индекс доллара. Это месячный таймфрейм. Соответственно, у нас по месячному таймфрейму сейчас, как ни крути, индекс доллара находится в боковике. Верхняя граница это 93,5 и нижняя граница это 91,5. Недельный таймфрейм также указывает на тот факт, что индекс доллара пока еще до конца не определился, в каком направлении будет пробой и, соответственно, дальнейшее движение. Опять же, здесь получается боковик, и, соответственно, этот боковик достаточно устойчивый, если анализировать ретроспективную информацию. Но, с другой стороны, здесь нарисовалось двойное донышко. Соответственно, в этой ситуации, в этой формации, если возникает движение наверх и пробой диапазона 94-93,5, то в этой ситуации у нас цель движения по индексу доллара будет находиться в районе 96,15. Так, ну и если переходить на дневочку, то у нас здесь идет очень-очень моторное движение. И это очень-очень моторное движение, скорее всего, на этой неделе точно приведет на 93,1 и, возможно, даже будет движение вот сюда в район 93,5. Если мы сейчас на секунду вернемся к недельному таймфрейму, то мы по индексу доллара увидим с вами, что по сути идет подготовка к концу сентября к движению, которое будет являться штурмом вот этого диапазона. Вот, то есть здесь все готово к тому, чтобы на следующей неделе, 18 сентября, через неделю потестить вот этот диапазон, и если он будет пробит, то, соответственно, баллистическое движение на 96,15. Если здесь пробоя не будет, то это будет означать, что индекс доллара на длительное время увязнет вот в этом консолидационном диапазоне. Если анализировать старшие таймфреймы, то есть месячный, недельный, то здесь никаких предпосылок на то, что в ближайшее время начнется движение вверх по индексу доллару нету. Но есть определенное указание, что если по недельному таймфрейму будет пробой вот этого диапазона, мы автоматом, скорее всего, получим движение на 90, сюда вот 96,15. Вот, дневочка в этом плане, она более моторная, она указывает на то, что пошло движение, и в ближайшее время будет с высокой степенью вероятности попытка пробоя 93,5. Так, друзья, но если по индексу доллара переходить на часовик, то у нас здесь получается следующая картина. Вот самые ближайшие часы, если возникает пробой
92,55, то возникает коррекционный откат, у которого цель движения будет в районе 92,22. Если такого пробоя в ближайшее время не происходит, то мы идем наверх. Так, друзья, далее нефть. По нефти у нас идет боковик в диапазоне 71,25, 72,8. Если переходить на часовик, то здесь вот у нас уровень 72,15. Если этот уровень мы сегодня не пробиваем, вот видите, уже как бы две попытки было. Если мы его удерживаем, здесь пробой не возникает, то по нефти мы остаемся сегодня вечером, завтра с утра вот в этом консолидационном диапазоне. Если здесь возникает пробой, то по нефти у нас цель движения будет находиться в районе 71,6, 71,5. По нефти сразу скажу, ситуация несколько пока не ясная до конца, потому что вот здесь разворот был, но этот разворот как-то сразу очень быстро откупили. Потому что вот это движение, которое здесь произошло с вот этим выплеском в район 72,95, ну там по каким-то версиям 72,99 было, оно должно было привести к тому, что мы бы сходили на 71,95-72, вот сюда вот. Но это движение не произошло сразу. И поэтому сейчас ожидаем, если пробой вот этот не произойдет в ближайшие 2-3 часа, то, соответственно, нефть будет весьма вероятно торговаться в этом диапазоне и пойдет наверх, чуть-чуть повыше. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, да, по золоту мы, получается, ушли из диапазона 1792. Золото сейчас какое-то время должно поторговаться в диапазончике 1785-1794. Вот здесь вот. Вот здесь уже произошла разворотная формация, однако то, что мы покинули 1794-1792, указывает на то, что у золота пока нету достаточной силы для того, чтобы продолжить движение вверх и сходить на 1835. Но на самом деле у золота-то силы есть, просто индекс доллара расти начал, вот в чем проблема. Так, ну и на сегодня получается торговля в районе 1794-1790, вот в этом консолидационном диапазоне. Вот, соответственно, если будет на объеме пробой и проторговка выше 1795, то тогда завтра с утра пойдет движение, у которого будет цель 1803-1802,5, вот сюда к этому значению. Ну, с учетом того, как здесь мощно выбили, я думаю, какое-то время все-таки надо проторговаться в районе 1795. Так, друзья, ну рубль-доллар, USD Тумура, дневочка, ну смотрите, в диапазоне 73.15, 73.75, вот здесь вот в этом диапазоне, соответственно, все движение идет в ожидании пятницы. Из-за того, что начали расти кредитно-дефолтные свопы на Россию, я думаю, укрепления рубля в ближайшее время не будет. Переходя на часовой таймфрейм, что у нас здесь получается? Уровень 73.2, 73.15, если этот уровень пробивается, то действительно мы здесь получаем укрепление рубля на сегодня или на завтра с движением в район 72.95. Такой сценарий видится мне маловероятным. Здесь вообще как бы сделки на лонг только у крупника. Соответственно, весьма вероятно, что отсюда будет отбой и движение завтра-послезавтра, у которого цель 73.65, потом 73.75 и выше. Сейчас закрытие, скорее всего, в диапазоне 73.33, 73.24. Вот так вот весьма вероятно на вечерке он и подвигается. Друзья, все, спасибо за внимание. Успеха!